В этом уроке мы научимся делать вот такой эффект намокания поверхности от дождя. И сделаем так, чтобы поверхность как бы постепенно намокала вот от каждой падающей капли, как мы видим это на переднем плане. Первым делом сделаем вот такой эффект падающих капель при помощи Particular. Для этого сделаем новую композицию и в ней создадим новый Solid. И добавим на него эффект Particular. И нам потребуется пункт Emitter. Выберем тип эмиттера, это будет Box, и настроим его размеры. Выберем отдельную настройку по каждой оси. По оси Z будет 0, по Y сделаем 1000 примерно, и по X примерно 1002. Теперь нам нужно сделать так, чтобы они не двигались. Для этого Velocity уменьшаем до 0. Смотрим теперь. Эти точки просто появляются. И теперь настроим сами частицы. Переходим во вкладку Particle. Продолжительность жизни частицы каждой будет 10 секунд. Размер увеличим до 8. И случайность этого размера сделаем 20%. Также размытие краев уменьшим до 0. Теперь заанимируем их количество так, чтобы их со временем становилось все больше. Переходим на нулевой кадр и снова открываем вкладку Emitter. Ставим ключевой кадр у параметра частиц в секунду и переходим примерно на 1/4 секунду. И здесь это значение увеличиваем до 10 тысяч. Вот так уже похоже на падающие капли дождя. Теперь, когда у нас готова композиция с вот такими каплями, мы переходим в новую композицию и сюда перетаскиваем ту композицию. Перетащим ее в самый низ и добавим эффект Corner Pin, чтобы задать перспективу этого слоя нужным нам образом. Как вы уже поняли, это будет маска, которая будет проявлять наш слой с отражениями. Давайте ее дополним. Для этого нам потребуется новый Solid белого цвета. Давайте нарисуем маску на нем. Края маски мы размоем примерно на 60. И давайте заанимируем opacity этого слоя примерно с 1 секунды. Нажимаем T, открываем opacity и анимируем. Здесь будет 0%. И переходим примерно на секунду вперед и делаем это значение 100%. Давайте продублируем этот слой. Удалим с него маску и сдвинем вот эти ключевые кадры. На нулевом кадре будет 10%. И последний ключевой кадр оттянем где-то до 6 секунды. Теперь эта композиция выглядит вот так. Теперь давайте разберемся с отражением. У нас есть вот такая нарисованная в Photoshop композиция, которая представляет собой само отражение. И также есть вот эта поверхность, в которой и должно все отражаться. И теперь нам надо сделать так, чтобы отражение не заходило за границы вот этой поверхности. И чтобы эти изображения были еще более блеклыми. Делается это очень просто. Мы выделяем все слои, кроме самого нижнего, который является полом. Выделяем все слои и включаем у них Preserve Underline Transparency. И теперь получается так, что самый нижний слой для них является как бы маской. Переходим в новую композицию. И здесь нам нужно, получается, расположить вот эту нашу картинку с отражением. И поверх накладываем изображение вот такое, чтобы разделить плитки. И выглядит это теперь вот так. Теперь давайте посмотрим, как выглядит эта композиция без отражений на земле. Согласитесь, что так дождь выглядит не очень-то убедительно. Теперь давайте слой с отражением и нашу маску поместим в основную композицию. Вот они. У маски нужно заанимировать opacity. Начинается opacity с 60% сразу и до 100, примерно за 2 секунды. И теперь все очень просто. Для слоя с отражением мы включаем Track Matte Alpha Mate. Главное, чтобы над ним располагался слой с маской. И теперь можем посмотреть результат.
Теперь наша маска проявляет слой с отражением. И вот так будет выглядеть финальный результат.